Всем привет, ребята! Сегодня у нас на обзоре свежий ивент от Whiteout Survival, магазин Inia. Мы подробно разберем, чем отличается от привычного ремесленного магазина, что интересного в обмене, какие товары действительно стоят вашего внимания, а какие просто ловушка для ресурсов. Я постараюсь рассказать вам все максимально понятно и по делу, чтобы вы могли сделать для себя выгодные покупки. Но перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, мы почти вышли на финишную прямую по розыгрышам. Как только на канале наберется еще 200 подписчиков, я запускаю розыгрыш 5 сертификатов по 499 игровых звезд. Это отличная возможность получить премиум валюту просто за активность. А если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно сделайте это. Там все еще актуальна цель в 220 подписчиков. Как только мы ее достигнем, проведу еще дополнительный розыгрыш 3 сертификатов по 499 звезд. То есть шансы на выигрыш у вас удваиваются. Все ссылки в описании под видео. Подписка на оба канала занимает буквально пару секунд, а шанс выиграть реальные награды весьма неплохой. К тому же, в Телеграме я регулярно публикую новости, гайды, анонсы, подарочные коды и делюсь своим опытом в нашей всеми любимой игре. Так что не теряйтесь, давайте вместе развивать наше сообщество. А теперь переходим к теме сегодняшнего разговора. Магазин Inia. Посмотрим, какие товары в текущем магазине, стоит ли донатить текущее мероприятие и на что лучше тратить свои ресурсы. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Магазин Inia в целом напоминает ремесленный магазин, о котором мы с вами уже говорили в одном из предыдущих роликов. Однако в рамках этого мероприятия в магазине обмена появились некоторые отличия, которые мы с вами сегодня и подробно рассмотрим. Следует отметить, что четкого графика повторения данного ивента не существует. Администрация проекта самостоятельно принимает решение о его запуске. И в календаре данное событие только отображается при старте, поэтому предугадать дату следующего появления этого события невозможно. А теперь давайте перейдем к детальному разбору всех пунктов, предоставленных в рамках текущего мероприятия. Прежде чем начать, хочу обратить ваше внимание на то, что данный магазин в первую очередь ориентирован на донат. Тем не менее, мы с вами рассмотрим все доступные возможности, включая те, которые доступны без вложений. Я постараюсь порекомендовать вам наиболее выгодные позиции для обмена в этом магазине, исходя из своего опыта и анализа ассортимента. Конечно же, это мое субъективное мнение, и окончательное решение, принимать его во внимание или нет, остается за вами. Первый пункт в текущем ивенте называется «Веселое путешествие». Ваша задача проходить ежедневные миссии, где вы будете получать основную валюту в текущем мероприятии – серебряная раковина. И хочу вам сразу сказать важный момент. Как вы все помните, аналог данного мероприятия был порядка 2 месяцев назад, и у меня сохранились раковины с предыдущего ивента, так как я решил их оставить на следующий, который начался сегодня. Из этого делаем вывод. Серебряные раковины можно будет сохранять на следующее мероприятие. Их не нужно будет сливать под ноль. Что касается миссий в ежедневных мероприятиях, то они несложные. Первая – это ежедневный вход. Вторая – это совершение любой покупки в течение дня. И тут уже важный момент. Не обязательно делать покупку за $6. $1 будет достаточно. А это на самом деле большой плюс. Завтра у меня на сервере стартует мероприятие «Морозное сокровище». И в этом случае получается, что можно будет совмещать 2 мероприятия одновременно. Следующая обязательная ежедневная миссия – это победа 10 зверей, затем выполнение 2 великих наймов, выполнение 5 разведывательных миссий и получение силы за тренировку либо повышение войск. В целом, вы без особых усилий сможете пройти данные миссии каждый день. Тем самым вы будете получать дополнительные награды, а также очки пути, которые вам необходимы для открытия наград в первом пункте «Веселое путешествие». Помимо этого, выполняя задания в первом разделе, вы будете получать звездные очки, которые необходимы для получения наград в текущем меню. Но про магазин мы с вами поговорим немного позже. Давайте вернемся в первый раздел и обсудим донатный вариант. На опыте схожих мероприятий вы знаете, что в этом меню существует 2 вида наград. Слева идут награды без доната, а справа у нас идет донатный вариант. Чтобы открыть данные пункты, необходимо совершить покупку в данном меню. Пакет называется «Морозное желание». При покупке данного набора за $6 вы получаете двойную награду за ежедневные миссии, а также дополнительные награды сверху, которые вы сейчас видите на экране. Из изменений в данных наградах отсутствует рамка. И честно сказать, мне кажется, что администрация на днях выставит дополнительный набор, где будет доступна рамка аватара и различные награды на выбор. В таком формате администрация в прошлый раз нам выставила рамку «Набожная душа». Кто брал данный набор, тот понимает, о чем я говорю. Мне кажется, администрация решила, что слишком много для нас получать двойные награды и получение рамки в одном наборе. Но не в зависимости от того, что в этом наборе отсутствует рамка, я советую брать данный набор в первый день, так как если вы возьмете его позже, то упустите час наград. Теперь давайте с вами перейдем к подсчетам серебряных раковин. Я постараюсь вам просчитать все варианты. Мы посчитаем, сколько можем получить без доната раковин в течение 5 дней, а сколько с различным донатом. И первый вариант, который мы с вами обсудим, это вариант без доната. За выполнение заданий в разделе «Веселое путешествие»
мы с вами получим 25 раковин. За ежедневные миссии мы с вами получим 15 раковин, которые мы умножаем на 5, что в сумме составляет 75 раковин. И третий вариант добычи раковин находится в магазине Иния. Вы заходите в него и нажимаете данный плюс. И не забываем забирать бесплатный набор, в котором находится 5 раковин. Данный набор у вас обновляется каждый день, как и обновляются наборы с донатным вариантом. По итогу, с вариантом без доната у нас получается 25 серебряных раковин за выполнение заданий, 75 раковин за выполнение ежедневных миссий и 25 раковин с бесплатного набора, что по итогу нам дает 125 раковин, которые мы можем потратить в магазине Иния. Второй вариант, который мы с вами обсудим, это вариант с покупкой пакета «Морозное желание». За выполнение заданий мы получим 25 раковин в разделе «Веселое путешествие». В ежедневных наградах мы будем получать двойное количество раковин. 4 дня мы будем получать по 30 раковин, а в один день мы получим 40 раковин. Так как в первый день мы возьмем набор, который позволит в текущем разделе забрать еще 10 дополнительных раковин за совершение любой покупки в течение дня. И не забываем 25 раковин в течение мероприятия забрать в магазине Иния. Итого получается 210 раковин в текущем варианте с донатом. Третий вариант – это покупка набора с двойной наградой в первый день мероприятия. И затем 4 дня делаем покупку обычного набора серебряных раковин за $1. При желании вы можете в первый день также купить набор за $1, и это даст вам 20 дополнительных раковин. За выполнение заданий мы получим 25 раковин в разделе «Веселое путешествие». В ежедневных наградах мы будем получать двойное количество раковин. 5 дней мы будем получать по 40 раковин. И, конечно же, набор с 25 ракушками, который мы получаем в магазине Иния. Ну и, конечно же, не забываем про сам набор, который мы будем покупать за $1 на протяжении 4 дней, что в сумме нам даст 80 раковин. Итого получается 330 раковин, при условии того, что вы покупали набор за $1 4 раза. Если вы покупали данный набор 5 раз, то в сумме у вас получится 350 раковин. Можно и дальше рассматривать различные вариации, но я вам предоставил самые экономные. Но опять же, кто-то донатит, а кто-то нет. Я вам предоставил самые экономные варианты покупок. Я, вероятнее всего, остановлюсь на третьем варианте, который позволит мне получить 350 раковин. И теперь давайте на основе полученных ракушек определимся, что покупать в магазине Иния и какие доступны в нем опции. И первое, что мы с вами обсудим, это верхнее меню. За получение звездных очков, которые вы получаете в течение всего мероприятия, вы можете получить дополнительные награды. При минимальном донате мы с вами дойдем только до 200, получив 3000 алмазов и 10 общих фрагментов. Идти дальше, покупая наборы, это уже решать вам. А теперь, собственно, магазин. Первые 3 варианта – это кристаллы огня, общие фрагменты героев и камни эссенции. Из этих 3 вариантов я бы советовал вам брать только кристаллы огня. И то только на оставшиеся раковины, так как лично для меня приоритет в данном магазине на другом аспекте. Следующий вариант покупки – это покупка сертификата Гавань Надежды. Кто следит за моим телеграм-каналом, тот знает, что я выкладывал пару дней назад пост, где указывал на то, что у нас появился новый раздел на острове Рассвета. Но мы не знали, как получить данное сооружение. Вот и данное мероприятие позволило ответить на вопрос, как мы сможем его открыть. Стоит открытие 1000 серебряных раковин. На основе подсчетов это выходит порядка $60. Лично я буду избегать покупку данного сооружения и буду ждать других альтернатив для его открытия. Касательно скинов «Каток» и «Лыжный курорт», кто смотрел мой предыдущий ролик про ремесленный магазин, тот знает, что я советовал покупать данные скины. Особенно «Каток», который увеличивает скорость исследования ваших навыков. На текущий момент я оставлю этот совет только для тех игроков, кто играет на начальном этапе игры, так как если вы уже прокачивали данное здание до 3-4 уровня, следующие улучшения вам принесут всего 2-4%. Что нам приносят эти проценты? Я вам покажу на примере изучения технологий, где мы с вами получаем войска 11 уровня. Базовое время без каких-либо ускорений – это чуть больше, чем 90 дней. И получается, что 2% в данном случае даже не сутки, а около 15 часов сокращения. По такому же формату вы можете ознакомиться с исследованиями в научном центре. Да, проценты для меня эти имеют важное значение, так как на моем этапе игры каждое исследование занимает большое количество времени. Но в целом, получив скин 3 уровня, я считаю, что для меня этого достаточно, больше я его прокачивать не буду. Если бы я захотел каток прокачать на следующий уровень, мне необходимо было бы 4 данных скина, которые позволили бы мне подняться еще на 1 уровень, а это 160 раковин. А 160 раковин – это 4 мифрила, что изначально приоритетнее для меня, так как я готовлюсь к следующему кое. И как я только что озвучил, лично для себя в текущем мероприятии на сегодняшний день я буду брать мифрил. Мне необходимо подготовиться к мероприятию, и мне необходимо постараться найти еще 19 мифрила. Так что все свои ракушки я буду использовать именно на этот ресурс.
Да и в целом, на моем этапе игры Мифрил – это основной ресурс для покупки во всех магазинах от администрации. Касательно других ресурсов, то единственное, на что тут необходимо обратить внимание, это на проектные планы и на чертежи талисмана. Опять же, количество ресурсов при покупке могут отличаться от вашего. Это все зависит от поколения, в котором вы играете. Но честно сказать, я ограничу себя в покупке данных ресурсов в этом мероприятии, так как администрация нам в последнее время и так давала возможность получить их с различных нестандартных мероприятий. Касательно ящиков со снаряжением героев, лично я считаю невыгодной покупкой. Есть множество мероприятий, где вы можете получить данные ящики. Касательно эссенции, я не сторонник покупки данного ресурса в различных магазинах, так как выбирая между эссенцией и мифрилом, я всегда выберу мифрил. Ускорение и сталь я советую пропускать в текущем магазине. Абсолютно нет смысла их приобретать. Ресурсы на питомцев я бы тоже советовал игнорировать. Единственное, на что я бы мог обратить внимание в этом магазине, это на кристаллы огня. Ну и теперь на закуску, всеми ваши любимые скины. На марш на сегодняшний день стоит это 400 раковин. Дело уже ваше, брать его или нет. Если у вас большой донат в этом мероприятии, то вы, конечно, можете их брать. Но опять же, скорость марша не так важна в игре, как скорость исследований. Но если вы большой фанат красивых маршей, то по желанию можете брать. Но я лично буду это избегать. Про облик телепорта скажу также. 400 раковин дороговато. Что касается скина на город, то это уже тем, кто активно донатит в игру. Это уже ваше право, но за 3000 серебряных раковин получить скин, честно сказать, дорогая покупка. Но опять же, если вы активно донатите, то можете брать. Я просто никогда не был сторонником декора. Остальные покупки в данном магазине менее приоритетные, так что советую вам их избегать. И теперь давайте подытожим. В целом мероприятие неплохое, но снова же, основано на донат. Приоритетные покупки я вам озвучил. Касательно обликов каток и лыжный курорт, если вы их еще не открыли, то советую это сделать. Лично я прокачал каток до 3 уровня. И думаю, пока что на этом остановлюсь. Если данный магазин снова появится в следующий раз, то я, вероятнее всего, возьму снова тут мифрил. Уж очень он мне необходим, так как это для меня очень ценный ресурс. Если вы играете на начальном этапе игры, то советую вам брать кристаллы огня, проектные планы и чертежи талисмана. Остальные покупки советую вам игнорировать. Кто-то может написать в комментариях, почему не берешь камни эссенции. Не знаю, мне на сегодняшний день их хватает, так как я не пропускаю медведя и различные мероприятия, где можно их получать. А мифрил для меня добывать куда сложнее в этой игре. Ну что ж, друзья, на этом наш разбор магазина Иния подошел к концу. Надеюсь, вам видео было полезным, и теперь вы точно знаете, на что стоит тратить ресурсы, а от чего лучше воздержаться. Если остались вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях. И, конечно же, хочу вам напомнить еще раз про розыгрыш. До розыгрыша 5 сертификатов по 499 звезд на YouTube-канале осталось всего 200 подписчиков. И параллельно напоминаю, что 220 подписчиков осталось в моем телеграм-канале. Как только мы их наберем, и я там разыграю 3 сертификата по 499 звезд. Подписывайтесь, не пропустите шанс получить крутые бонусы. И, конечно же, поддержите видео лайком, если оно вам понравилось. Это помогает продвигать контент и мотивирует меня делать еще больше полезных обзоров. Увидимся в следующих видео. Я видел, что вы уже хотите, чтобы я вам снял видео про питомцев. Я обязательно это сделаю в ближайшее время. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.